Ох, обратите на меня пристальное внимание. А что если я скажу вам, что этот упорный зуд, тот, который неделями беспокоит вас в определенной части тела и который вы списываете на сухой городской воздух, на ткань одежды или просто на возраст, может на самом деле быть первым предупреждением, тихим шепотом рака, который пытается вас предупредить? Это раздражающее ощущение может быть отчаянным криком вашего тела, сигналом о том, что что-то серьезное происходит под вашей кожей, что-то, что нуждается в немедленной медицинской помощи, пока не стало слишком поздно. Я доктор Вида, и за мои более чем 25 лет работы в онкологии я усвоила одну вещь, которая является законом. Рак редко приходит, стучай болью или симптомами, как в мыльной опере. Ничего подобного. Рак гораздо хитрее, более сложен. Он начинает шептать знаками, которые кажутся любой мелочью из тех, которые большинство игнорирует, пока однажды этот шепот не превратится в рев, который уже нельзя заглушить. Согласно последним исследованиям Национального института рака, более 40% пациентов с диагнозом запущенного рака имели постоянный зуд в очень определенных частях тела за 6 месяцев, 2 года до постановки диагноза. Проблема в том, что никто не сказал им обращать внимание на эти тихие сигналы. Никто не объяснил им, что их тело уже кричало о помощи. Но прежде чем продолжить эту информацию, которая действительно может спасти вам жизнь, мне бы очень хотелось узнать, из какого уголка нашей прекрасной и любимой Мексики или из любой другой части мира вы меня смотрите. Оставьте мне свой город и страну в комментариях, потому что меня наполняет гордостью знать, что эта миссия заботы о себе достигает стольких мест. И если вы впервые попали на мой канал, приглашаю вас подписаться и нажать на колокольчик, потому что каждую неделю я делюсь медицинскими секретами, которые врачи в СЭС или в частной консультации не всегда имеют время объяснить вам за 15 минут. Сегодня я раскрою вам точно, какие 5 зон тела, где зуд, может быть сигналом о том, что раковые клетки начинают тихо размножаться. Расскажу вам случаи моих собственных пациентов, простых людей, таких как вы, и которые поймали свой рак вовремя. Именно потому, что обратили внимание на эти симптомы, которые другие врачи отмахивались как возрастные проблемы. Первый сигнал — постоянный зуд в икрах. Тихое предупреждение лимфомы. Позвольте рассказать вам историю Даньи Кармелиты, 72-летней бабушки из Гуанахуато. Красавицы полной жизни, которая пришла в мою клинику после того, как побывала у 3 разных дерматологов. Со слезами на глазах она сказала мне: «Доктор Вида, уже 8 месяцев у меня зуд в икрах, который сводит меня с ума. Хуже становится ночью, не дает спать. Расчесываю до крови, и никакая мазь из аптеки мне не помогает. Врачи говорят мне, что это сухая кожа от возраста, но я знаю, что это что-то другое». Донья Кармелита была абсолютно права. Ее инстинкт, та мудрость, которую дают годы, говорил ей что-то, что поверхностные обследования не обнаружили. Когда я осмотрела ее икры, кожа снаружи выглядела совершенно нормально. Ни сыпи, ни видимой сухости, ничего, что походило бы на проблему с кожей. Но этот глубокий жгучий зуд, который не прекращался, который она описывала, заставил меня немедленно включить сигналы тревоги. Я объяснила ей что-то, что изменило бы ее жизнь. Донья Кармелита. Когда лимфома, тип рака, который поражает нашу защитную систему, лимфатическую систему начинает развиваться, злокачественные клетки выделяют воспалительные химические вещества, называемые цитокинами. Думайте о них как о ящем порошке. Эти цитокины путешествуют по всей крови, но из-за гравитации. И потому что кровообращение медленнее в ногах, они стремятся накапливаться в нижние части тела. Когда они достигают нервов ваших икр, они провоцируют этот настолько глубокий зуд, что кажется, будто он исходит изнутри кости. Анализы крови Даньи Кармелиты выявили аномально высокие уровни белых кровяных клеток, и биопсия узла подтвердила лимфому Ходжкина на ранней стадии. 6 месяцев спустя, уже полностью выздоровев после лечения, она сказала мне: «Доктор, если бы я не настояла на том, что этот зуд ненормален, сейчас мы рассказывали бы совсем другую историю». То, что хочу, чтобы вы поняли, это зуд, связанный с лимфомой, имеет очень ясные характеристики. Это не зуд, который приходит и уходит. Он постоянный, длится недели или месяцы, сильно ухудшается ночью, концентрируется именно в икрах и голенях и не отвечает на увлажняющие кремы или лечение кожи. Если вы чувствовали такой тип зуда в икрах, который ничем не снимается, осторожно, не игнорируйте его.
Оставьте мне номер один в комментариях, если когда-нибудь чувствовали такой зуд в икрах, который не проходит ни от чего. Ваш опыт может помочь другим распознать этот сигнал. Второй сигнал — зуд между лопатками. Раннее предупреждение рака поджелудочной железы. История Доначемы глубоко меня задела на месяцы. Бухгалтер 65 лет из Мехико попал в скорую помощь с желтой кожей и глазами, желтуха и болью в животе, которая его сгибала пополам. Его рак поджелудочной железы уже был запущенным, но когда мы просмотрели его медкарту, обнаружили что-то, что разбило мне сердце. Почти год он ходил к массажистам, мануальным терапевтам и хиропрактикам района из-за призрачного зуда между лопатками, который он описывал как внутренний огонь, который не мог погасить. Доктор Вида призналась мне его жена между рыданиями, чем оговорил мне каждую ночь, что чувствует, будто что-то горит у него внутри, прямо между лопатками. Расчесывался до ранок, использовал всякие мази, даже поменял матрас, думая, что это аллергия. Никто нам не сказал, что это может быть рак. Эта связь не случайна. Поджелудочная железа, хотя находится в брюшной полости, тесно связана с печенью через желчные протоки. Когда опухольха в поджелудочной железе начинает расти, она может закупорить эти протоки. Это как если бы забился слив в доме. Это заставляет же желчные соли, отходы печени, накапливаться и возвращаться в кровь. Эти соли раздражают нервные окончания. И из-за того, как устроена наша нервная система, это раздражение часто проявляется как интенсивный зуд между лопатками. Это как если бы поджелудочная железа посылала сигналы бедствия через нервы. Но сообщение приходит закодированным, как зуд в спине. Большинство людей, включая многих врачей, не знают об этой столь специфической неврологической связи. Дона Фернанда, еще одна 68-летняя пациентка, была более удачливой. Она пришла в мою клинику, описывая точно такой же постоянный зуд между лопатками. Я немедленно назначил ей анализы ферментов печени и поджелудочной железы. Мы обнаружили ее опухоль поджелудочной железы, когда ее еще можно было оперировать, и это спасло ей жизнь. «Доктор», — сказала она мне после операции, — «вы были первым человеком, который серьезно отнесся к моему зуду. Другие врачи отправляли меня покупать более дорогие кремы, но вы поняли, что мое тело предупреждало меня о чем-то серьезном. Если у вас постоянный глубокий зуд, который жжет между лопатками, который не облегчается лечением кожи, особенно если вы также замечаете усталость, которая не проходит, потерю веса без причины или изменения в пищеварении, не ждите. Это может быть разницей между обнаружением рака поджелудочной железы вовремя или слишком поздно. И если у вас есть сомнения по поводу любого симптома, напишите мне в комментариях. Я читаю их все. И хотя не могу ставить диагнозы через интернет, могу направить вас, когда пора идти, искать личную консультацию. Третий сигнал. Зуд кожи головы без перхоти. Тихий крик лейкемии. Случай Дона Алехандро научил меня уроку, который я никогда не забуду, о важности выслушивания даже самых незначительных симптомов. Этот 71-летний пенсионер, учитель истории из Оахаки, попал в мою клинику почти случайно, сопровождая жену на плановый прием. «Доктор Вида», — сказал он мне, почти стесняясь, пока мы ждали. Не хочу звучать преувеличенно, но уже месяцев 6 у меня очень странно чешется голова. Как будто у меня муравьи ползают по коже головы, но у меня нет перхоти или чего-то видимого. То, что описывал Дон Алехандро, немедленно привлекло мое внимание. Это не был поверхностный зуд, ни сухость, ни дерматит. Это было глубокое, почти неврологическое ощущение, которое я научилась распознавать как возможный сигнал тревоги. «Дон Алекс», — сказала я ему, — «это ощущение, которое вы описываете как муравьев, называется парестезией. И может возникать, когда аномальные клетки в крови начинают влиять на микроциркуляцию в коже головы. Давайте сделаем вам анализы, чтобы убедиться, что все в порядке». Результаты были такими, как я боялась. Хронический лимфоцитарный лейкоз на очень ранней стадии. Его количество белых кровяных клеток было повышено, но он еще не развил никаких других симптомов. Этот странный зуд на голове был первым и единственным признаком того, что клетки лейкемии начинали циркулировать в его крови. «Доктор», — сказал он мне 6 месяцев спустя, пока мы наблюдали за его состоянием. Благодаря тому, что вы обратили внимание на то, что я считал глупостью, мы поймали это, когда мое тело еще может справиться без агрессивного лечения.
Мой онколог говорит, что я нахожусь под активным наблюдением и что мой прогноз отличный. Лейкемия особенно коварна, потому что может развиваться годами без очевидных симптомов, но кожа головы с ее большим количеством кровеносных сосудов и плотной сетью нервов часто обнаруживает изменения в составе крови раньше любого рутинного анализа. То, что хочу, чтобы вы поняли. Зуд кожи головы, связанный с лейкемией, имеет очень особые характеристики. Он ощущается скорее как покалывание, щекотание или электрические толчки, чем как обычный зуд. Нет видимой перхоти шелушения, может перемещаться с одной зоны головы на другую. Ухудшается от стресса или по вечерам и не отвечает на шампуни против перхоти. Если вы чувствуете эти странные ощущения в голове неделями, не относитесь к этому легкомысленно. Это может быть первым сигналом о том, что ваше тело нуждается во внимании. Оставьте мне номер 2 в комментариях, если чувствовали это странное ощущение муравьев в голове, которое не можете объяснить. Четвертый сигнал. Постоянный зуд в области груди. Тихое предупреждение воспалительного рака молочной железы. История Лупиты оставила во мне глубокий след и навсегда изменила то, как я оцениваю кажущиеся незначительными жалобы моих пациентов. Эта 58-летняя продавщица из Публы, живая и трудолюбивая женщина, пришла в мою клинику после того, как побывала у двух — гинекологов и дерматолога. Все они сказали ей, что ее проблема — потертость от лифчика или избыток пота. «Уже 4 месяца, доктор Вида», — сказала она мне со смесью фрустрации и беспокойства. «У меня постоянный зудь груди, особенно вокруг соска. Кожа выглядит нормально, я не чувствую никаких шишек. Но это глубокий зуд, который будет меня ночью. Уже поменяла лифчики, мыло, стиральные порошки, и ничто мне не помогает. Когда я осматривала Лупиту, ее кожа на первый взгляд выглядела нормально. Не было сыпи, ни очевидных изменений цвета, ни прощупываемых узлов. Но было кое-что тонкое, что заставило меня остановиться. Кожа вокруг соска чувствовалась слегка толще и теплее на ощупь, как апельсиновая корка. «Лупита», — объяснила я. «То, что вы описываете, может быть воспалительным раком молочной железы типом рака груди, очень агрессивным, но малоизвестным. В отличие от традиционного рака, который образует шишки, этот тип блокирует лимфатические сосуды кожи, вызывая воспаление и этот глубокий зуд, который вы чувствуете. Тесты подтвердили мои подозрения. Воспалительный рак молочной железы на ранней стадии. «Доктор», — сказала мне Лупита после завершения успешного лечения, «вы спасли мне жизнь, серьезно отнесшись к зуду, который другие врачи видели как что-то неважное. Теперь я понимаю, что мое тело кричало мне, что что-то не так. Воспалительный рак молочной железы особенно опасен, потому что не следует правилам. Не образует обнаружимых шишек, может быстро распространяться, и его начальные симптомы — зуд, жар, легкое покраснение — легко спутать с незначительными проблемами кожи. Крайне важно, чтобы вы поняли характеристики этого зуда. Он постоянный, не периодический, концентрируется вокруг соска, но может распространяться, сопровождается ощущением жара или жжения. Кожа может ощущаться немного утолщенной или с другой текстурой, хотя кажется нормальной, и не отвечает на кремы или смену нижнего белья. Для мужчин, которые меня смотрят, осторожно, потому что хотя мужской рак молочной железы менее распространен, он также может проявляться этими симптомами. Если у вас более 12 недель постоянный зуд в области груди, не ждите. Пятый сигнал — зуд в аногенитальной области, табу, которая может спасти вам жизнь. Это, вероятно, самый игнорируемый и самый опасный из всех сигналов. Не потому, что он самый смертельный медицински, а потому, что табу, стыд, который его окружает, мешает людям вовремя искать помощь. История Донамунда научила меня болезненному уроку о том, как скромность может стоить жизней. Дон Мунда, уважаемый 69-летний архитектор из Монтеррея, наконец пришел в мою клинику после того, как страдал в молчании больше года. Его жена практически должна была его тащить. «Доктор Вида», — признался он мне с очевидным стыдом, «уже больше года у меня ужасный зуд в области ануса. Думал, что это геморрой, знаменитые шишки. Уже попробовал все мази из аптеки, поменял диету, даже искал в интернете. Но ничто мне не помогает. Это зуд, который будет меня ночью и сводит с ума». Когда я осмотрела Дона Мунда, я нашла что-то, что заставило мою кровь застыть.
Небольшое неправильное образование в его анальном канале, которое тихо росло, пока он страдал, думая, что это незначительная проблема. Это был рак ануса на стадии, когда мы еще могли успешно его лечить. «Дон Мундо», — мягко объяснила я. Этот постоянный зуд, который вы чувствовали, был вашим телом, пытающимся предупредить вас о раковых клетках, которые росли. Рак ануса более распространен, чем думают люди, особенно после 60 лет. И одним из его первых проявлений является именно этот неумолимый зуд, который не отвечает на обычное лечение. После лечения Дон Мундо сказал мне: «Доктор, я почти потерял жизнь из-за чистого стыда. Если бы она пришла годом раньше, когда начался зуд, лечение было бы намного проще». Теперь я говорю всем своим друзьям: ничто из того, что происходит с вашим телом, не должно вызывать у вас стыд при обращении к врачу. Донья Каталина, пациентка 65 лет из Веракруса, имела похожий опыт, но в области вульвы. В течение 8 месяцев она чувствовала интенсивный зуд в больших половых губах, которые приписывала изменениям менопаузы. Когда, наконец, решилась на консультацию, мы обнаружили рак вульвы на очень ранней стадии. «Доктор», — сказала она мне, — «я думала, что в моем возрасте нормально чувствовать такой зуд. Никогда не представляла, что это может быть рак. Важно понимать характеристики этого опасного зуда. Он постоянный, не приходит и не уходит, не улучшается от гигиенических мер или кремов от геморроя, иногда сопровождается жжением или ощущением раздраженной кожи, и могут быть тонкие изменения в текстуре или цвете кожи. Самое важное, что я хочу, чтобы вы поняли, стыдиться абсолютно нечего. Мы, врачи, видели все честно, и наша единственная забота — ваше здоровье. Тот зуд, который вы игнорировали из стеснения, возможно, пытается спасти вашу жизнь. Если у вас более 3 недель хронический зуд в аногенитальной области, не позволяйте стыду мешать вам обратиться за медицинской помощью. Финальные размышления. Ваше тело всегда пытается общаться с вами. После более чем 25 лет в этом деле я пришла к выводу. Ваше тело — самая сложная система оповещения, которая существует. Каждое ощущение, каждое изменение, каждое кажущееся незначительным недомогание может быть важным сигналом, заслуживающим внимания. 5 сигналов, о которых мы говорили сегодня, не совпадение, это специфические проявления того, как различные типы рака начинают посылать сигналы тревоги задолго до появления более очевидных симптомов. Вспомните Донью Кармелиту, Дона Чему, Дона Алехандро Лупиту и Донаму Мундо. У всех них было что-то общее. Они прислушались к сигналам своего тела и обратились за помощью. И это определило разницу между успешным лечением и гораздо более сложным прогнозом. Но хочу быть очень ясной. Цель этой информации не в том, чтобы напугать вас или заставить внушать себе болезни. Не всякий зуд означает рак. Подавляющее большинство случаев зуда доброкачественные. Цель — дать вам знания, инструменты, чтобы вы знали, когда зуд заслуживает более глубокого исследования. Характеристики, которые должны вас насторожить. Стойкость в течение недель или месяцев. Специфическое расположение в одной из этих 5 областей. Отсутствие реакции на обычные методы, интенсивность, мешающая сну или повседневной деятельности, и появление без видимой причины. Хочу закончить личным посланием. Прошу вас не игнорировать сигналы вашего тела. Не преуменьшайте симптомы, потому что они кажутся незначительными. Не откладывайте медицинские консультации из страха или стеснения. Рак, обнаруженный вовремя в большинстве случаев, излечим. Ваше здоровье — ваша самая важная ответственность. Вы заслуживаете ответов, заслуживаете качественной медицинской помощи и заслуживаете жить без тревоги от необъяснимых симптомов. Если это видео предоставило вам ценную информацию, пожалуйста, поделитесь им с близкими. Хорошая медицинская информация может спасать жизни. Поставьте лайк видео, если оно было полезным. Подпишитесь на мой канал для получения большего медицинского контента, который может положительно повлиять на вашу жизнь. И активируйте колокольчик. Всегда помните, каждый день, когда вы заботитесь о своем здоровье, это день, который вы инвестируете в свое будущее. Увидимся вскоре в следующем видео со всей моей любовью и непоколебимой приверженностью благополучию моих людей.